Добрый день, дорогие друзья! Настала очередь приготовить клубнику в шоколаде. Ее обожают очень многие, но есть за что. Тонкая корочка шоколада, внутри сочная спелая ягода. Используйте любые другие ягоды или фрукты, которые вы сможете купить уже исходя из своего сезона. На самом деле вы можете также выбирать шоколад, который вы приготовите, может быть молочный, белый, либо темный. Внизу обязательно укажу к ним температура, которая должна соблюдаться при темперировании. Я уверена, у вас все получится. Следуйте инструкциям и напишите в комментариях, какой результат получился у вас. В самом начале показываю, что буду использовать. Беру молочный шоколад, лазерный термометр, он обязателен, он же пирометр. Также кондитерский мешок, берите как можно побольше, если у вас клубники много. Я использую, к примеру, 300 граммов самого шоколада, и шоколада нужно много, соответственно, мешок тоже побольше. И посуду, в которую будем класть сам мешок. И посуду не берите слишком прям высокую, 10 сантиметров предостаточно. Я вам сейчас покажу способ темперирования, который для меня самый удобный. Потому что все-таки есть такие способы, как с помощью галеты или там на паровой бане, либо на мраморной плите. Но для меня это самый удобный способ тем, что, во-первых, меньше мыть всего посуды, довольно быстрый, и он не, скажем так, меня не заставляет стоять рядом, мешать или еще что-либо. Я вам сейчас покажу, в чем секрет. Сам способ темперирования нам для чего нужен? Да? Чтобы шоколад не растапливался, руки слишком сильно не пачкались, ну и он мог находиться стабильно при комнатной температуре. Кристаллическую решетку мы должны сначала разрушить, а потом, образно говоря, ее же соединить. Но при этом способе кристаллическая решетка не разрушается, то есть шоколад не достигает оптимальной точки, чтобы потом уже понизить и работать дальше с ним при рабочей температуре. Для каждого шоколада своя температура, я в описании обязательно пропишу, для темного своя, для молочного своя, для белого своя. Нам нужно воду довести до 33 градусов, не выше. Можно как бы 34, но 33 максимум. Потом сам пакет с шоколадом мы кладем, немножко переворачиваем периодически. И я сверху, такой лайфхак от меня, сразу ставлю стакан с теплой водой, потому что периодически все-таки температура падает, и нам нужно подливать и проверять температуру. Но на все про все где-то уходит 10 минут. Шоколад оставляем в сторону и периодически не забываем проверять температуру воды и немножко промешивать. Но вы дальше увидите, как я это буду делать. А сейчас занимаемся ягодами и также клубникой, потому что важно все хорошо промыть, высушить. И если вы хотите, чтобы было все уж совсем красиво, то нужно откалибровать, чтобы все было 1 к 1. Знаете, в процессе монтажа меня озарила одна очень классная идея, которая вам облегчит немножко процесс, потому что все-таки к этому способу, что я вам сейчас показываю, я немножко приловчилась, а он может моментами где-то показаться вам непростым. В чем он заключается? После того, когда шоколад достигнет рабочей температуры с молочным, это 31 градус, нам важно его, грубо говоря, сделать немножко пожиже, чтобы легче покрывать ягоды или фрукты. Так вот, мы добавляем растительное масло. Это нормальная, частая практика, главное, чтобы было масло без запаха. На 300 грамм шоколада я использую где-то 3 столовые ложки растительного масла. Но я добавляю его уже и привыкла. После того, когда шоколад уже готов, я выливаю из пакета шоколад в стакан, туда добавляю растительное масло, промешиваю и все готово. Но смотрите, какой важный момент. Если у вас растительное масло холоднее, чем 31 градус, соответственно, вы понизите температуру шоколада. Но тут имеет момент, какой у вас температура растительное масло, как интенсивно вы мешаете шоколад, потому что все-таки при хорошем промешивании температура шоколада все-таки будет повышаться. Но я рекомендую вам добавить растительное масло после того, как только вы покрошите шоколад, добавьте сразу туда же, в этот же пакет растительное масло. И все уже вместе, шоколад вместе с растительным маслом доводите до нужной температуры. Вот такой способ, я считаю, более оптимальным будет для вас. А на видео я сейчас показываю, какая текстура должна быть у нас рабочая. То есть она должна быть довольно жидкая. Переложите где-то 5 столовых ложек в отдельный пакет для украшения будем использовать. Сейчас 31 градус, рабочая температура молочного шоколада, и мы начинаем с вами уже приступать к декорации. Одна из моих главных рекомендаций заключается в том, чтобы использовать холодные ягоды или фрукты. Процесс стабилизации шоколада будет быстрее, и как следствие вы сможете быстрее приступить к дополнительной декорации. Нужно ягоды и фрукты проткнуть зубочисткой и максимально глубоко опрокинуть в шоколад. Смотрите, если вы используете клубничку, я все-таки не рекомендую удалять хвостики красивые, по мне добавляет эффекта, что зелени побольше, но рекомендую все-таки, чтобы они не пачкались об шоколад, поэтому захватывайте их пальцами и только потом окунайте.
Когда шоколада в стакане становится уже поменьше, не совсем удобно глазировать, то есть клубника вся уже не покрывается. Для этого просто берем клубничку за хвостик и вот такими движениями, держа стакан под наклоном, глазируем клубнику. С голубикой делаем все то же самое, протыкаем, но я ее до середины лишь глазирую. Как по мне, так гораздо красивее. Если вы хотите задекорировать клубнику именно рисунком сверху, то нужно это делать после того, когда клубника станет уже сверху матовая. Тогда шоколад частично застабилизированный и рисунок будет красивее, ложиться более эффектно. Но если вы клубнику хотите посыпать, к примеру, орешками, кокосовой стружкой или еще чем-то, то нужно посыпать ее сразу после того, когда вы окунули в шоколад. Для красоты также буду использовать съедобное сусальное золото. Сейчас его вообще не составляет труда купить, и стоит оно совсем недорого, можно купить, к примеру, на AliExpress. Такая красивая, эффектная клубничка в разрезе получается. Дорогие друзья, мне будет приятно, если это видео вам понравилось и вы нашли что-то интересное и практичное для себя. Напишите также в комментариях, какой способ темперирования для вас самый более удобный и практичный, и мне будет приятно также прочитать. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Успешного вам приготовления клубнички и до скорой встречи!